При добавлении газа двигатель глохнет. Если резко прогазовать, то можно его раскрутить и вывести на повышенные обороты. Таким образом я и рыхлю огород этой весной. Но вот захотелось таки разобраться, в чем же причина. Первым делом выкрутил свечу зажигания. Она в черном нагаре. Это указывает на богатую топливо-воздушную смесь. Проще говоря, карбюратор по какой-то причине переливает. Высоту поплавка я регулировал днем ранее. Значит, дело явно не в уровне топлива. И игла поплавка также нормально держит. Решил провести осмотр мембраны и дозирующей иглы. Стопор на игле находится в центральном положении. На самой игле обнаружен какой-то налет или коррозия. Взял другую иглу с такого же карбюратора. Немного удивился, что они отличаются. Мембрана нормальная. Решил установить другую иглу. Но, как вы понимаете, ситуация не изменилась. Было принято решение установить другой карбюратор. Но на нем двигатель отказался запускаться. Лишь когда я пальцем приподнял заслонку с иглой и одновременно открыл дроссель, двигатель ожил. Но наотрез отказался работать на холостом ходу. А на повышенных оборотах на полгаза вроде бы работал. Решил разобраться с холостым ходом. Выкрутил регулировочный винт, и оказалось, что на нем нету шайбы и резинового колечка. Недостающие детали взял с донора. Ничего особо не изменилось. При добавлении газа двигатель заглох, так как это было с первым карбюратором. Этот момент подтолкнул меня на ложный путь. Я решил проверить клапана и поршневую. Тем более, когда искал информацию по этой проблеме в интернете, кто-то указывал на негерметичный клапан при таких симптомах. Тем более, что было видно, как из карбюратора вылетают капельки бензина, хотя он наоборот должен всасывать топливо, а не плеваться им. Закралась мысль, что через негерметичный впускной клапан во время такта сжатия давление из цилиндра прорывается в карбюратор и тем самым распыляет капли бензина в обратную сторону. Сначала проверил метки и зазоры клапанов. Они были в норме. Тем более, что зазоры клапанов я также регулировал днем ранее. Установил зазоры по 0,06 на клапан. Двигаемся дальше. Ничего необычного, кроме кучи нагара. Нальем немного бензина во впуск. Клапан надежно держит. Я даже удивился. Точно таким же образом проверяем и выпуск. Ни капельки не просочилось. Клапана и седла в полном порядке. На очереди цилиндр и поршень. Они вряд ли влияют на нашу проблему, но раз мы уже тут, то лучше провести ревизию. Цилиндр оказался в глубоких задирах, но у меня есть небольшая кучка бэушных цилиндров, из которых можно подобрать что-то более живое. Не обращайте внимания на эту гравировку, на самом деле цилиндр на 80 кубиков. Как по мне, так этот цилиндр веселее. Поршень немного облагородил, почистил от нагара и подобрал менее изношенные кольца. Собираем поршневую в обратной последовательности. При затяжке не забываем про момент в 2 килограмма на метр. Собрал все в кучу, по естественным причинам изменений наблюдать не приходится. Но теперь мы уверены в клапанах, в поршневой и в том, что проблема все-таки где-то в карбюраторе, а не в моторе. Хотя это можно было подтвердить, не разбирая мотор. Подробнее об этом в одном из моих видео, подсказка в правом верхнем углу. Снимаю в 100-й раз карбюратор. Почему бы не проверить систему стабилизации холостого хода? Снимаем траверсу. О, здесь разные винты крепления. Это хорошо. Значит, сюда уже лазили. Есть шанс, что здесь что-то не так. Действительно, после снятия крышки я не увидел уплотняющее резиновое колечко. А его отсутствие как раз очень сильно влияет на холостой ход. Снова берем у донора недостающую запчасть.
Собираем все обратно. Неплохо, двигатель начал запускаться, и появился намек на холостой ход. Вроде бы обороты держит. С этим карбюратором разобрались. Но что же с первым? В нем также был проверен винт регулировки, система стабилизации холостого хода. Даже переставил крышку поплавковой камеры с рабочим ускорительным насосом со второго карбюратора. Но это только усугубило ситуацию. Карбюратор стал переливать еще больше. Убрал уже заглушку обогатительного клапана и установил, как и положено, клапан с новым уплотняющим кольцом. Снял фаску, потому как новое кольцо немного толще родного. Также опустил топливную иглу, насколько это было возможно. Ситуация ухудшилась. Перестал держать холостой ход, и было принято решение взять другой корпус карбюратора, точнее уже третий, и перекинуть все комплектующие туда. Этот карбюратор уникален тем, что он с завода не имеет ускорительного насоса. Здесь соответствующие отверстия для этого не рассверлены. Пересадка комплектующих прошла успешно. Появился уверенный холостой ход. Но по-прежнему, если накручивать ручку газа, то двигатель плюет обратно из карбюратора и глохнет. Катушку зажигания, свечу и коммутатор менял. Вот отлично видно, как из диффузора карбюратора вырывается выхлоп. Прошу, к слову, специалистов, у кого есть какие соображения по этому поводу. Прошу делиться в комментариях. Заранее спасибо. Жду ваших экспертных мнений. На этом все. До скорого.